Всем привет, дорогие друзья! Давайте с вами спрячемся немножко в тенечек под бананчиком. Жара нас вообще не хочет покидать. Стоит у нас до 40 градусов. Просто невероятно жарко. Плавишься как пластилин. Вот. Ну а сегодня мы с вами будем кулинарить. Будем готовить очень простой, вкусный рецепт. Будут у нас лепешечки. Вот. Кому понравится рецепт, просто судорожно прошу поставить лайк этому ролику и подписаться на канал. И мы начинаем. Друзья, первым делом, конечно же, нам понадобится мука. Нужно нам по рецепту 200 грамм. Так, смотрите, но я для дальнейшего удобства, чтобы было легче размешивать, пересыплю ее немножко такую побольше миску. И как бы ее еще немножко вспушу. Дальше мне нужна соль, пол чайной ложки. Но так как у меня стаж больше 40 лет, я просто одним движением руки вот так вот на глаз это сделаю. После соли давайте я немного перемешаю. Далее мне понадобится самая обычная вода, а по рецепту именно 125 мл. Но опять же я буду делать это все на глаз. Руки, как всегда, у нас чистенькие. Готово. Вот такой клубочек получился. Сейчас убираю его в пакет на полчасика. Друзья, прошло полчаса, тесто я достал. Сейчас мне ее нужно разделить на 4 части. Надеюсь, оно не засохнет от такой жары, пока я буду все это делать. Друзья, далее мне понадобится зеленый лук. К сожалению, дома уже в огороде сошел. Пришлось купить в магазине, в пятерочке. Вот такой вот пакет огромный. И там всего лишь одна луковичка и все остальное петрушка и укроп. Ну ладно, не будем унывать. Сейчас его пошинкую. Так как лука слишком мало, я еще добавлю маленький вот такой вот пучочек укропа. Смотрите, просто вот от такого пучка. Смотрите, какой маленький пучочек я выбрал. Друзья, буду катать на этом столе. У меня таких досок больших нету. Если что, я предварительно все помыл. Идеально, все хорошо пропылесосил. На этом столе очень неудобно. Здесь просто куча всяких неровностей. Ну ладно, получилось у меня вот такое вот произведение искусства. Далее посыпаю все сверху. Чтобы вы понимали, вот за это все отдал 60 рублей. Это нормально? Господи, боже мой. Так, далее мы скручиваем. Собираем в улитку. И раскатываем лепешку. Далее мы это все обжарим на сухой сковороде. Друзья, так как у меня лук закончился, сюда тогда я буду использовать сыр. У меня все готово, но, конечно, это не то, что я хотел, потому что стоит настолько жара. Сейчас посмотрел 38 градусов, просто все высыхает. Они немножко стали такие деревянные, ну как немножко, прям такие сухие деревянные стали. И плохо то, что у меня нету сливочного масла. Сейчас бы я их сливочным маслом смазал, они просто бы шикарные были. Вот смотрите, вот эти вот сырные у меня получаются. И один вот с луком.
Ай, блин, еще мухи грызут. Давайте я сейчас так вот ножом разрежу. Реально просто невероятная тема вот эта. Если что, называется как тыма. Но, опять повторяюсь, у нас такая жарища стоит, 38 градусов. Я просто не могу. Я весь грязный, весь потный, как этот. Вот этот, как тыма, просто невероятно высыхает на глазах. Вкусно, но она сухая, как подошва сейчас высохла. Вообще, ее нужно смазывать сливочным маслом. Но сливочного масла тоже у меня нету. Сейчас пойду в магазин, затарюсь маслом. Вот. Приду в микроволновке, разогрею, намажу. И она будет прям мягенькая, просто шикарно вкусно. Я пошел. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья, всех обнял. Всем пока.